Привет, мои дорогие! Я приглашаю вас на этот расклад «Что на сердце и на уме у вашего мужчины». И здесь для вас две абсолютно одинаковые колоды. Это колоды Таро, у них разная рубашечка, но они абсолютно одинаковые. Можно выбрать левую колоду или правую. Просто левая будет немножко с позолотой, а правая без позолоты, но такая же красивая, такая же говорящая и правдивая. Мы посмотрим, что на сердце у вашего мужчины, у вашего бубнового или червового короля. Если мужчина для вас ценный, вот ценный характер, или он хорошо зарабатывает, выбирайте бубнового короля. Или же выбираете себе короля пентаклей, да, это будет вот на этой золотой колоде. И на этой колоде, что на сердце у вашего червового короля. Можно выбрать себе мужчину здесь, которого вы любите, вот так любите, что не можете без него. Если любовь главная, вот недостаток, не уют в доме, не вот такое все, это бубновый, то есть пентаклевый. Если главное это чувство с милым и в шалашерай, другими словами, да, это большое счастье, кстати, если есть вот это притяжение на том уровне, это большое счастье, за не каждому дано, вам очень повезло, если у вас это есть. А здесь будет у нас червовый, а здесь бубновый. Червовый это у нас король чаш, вот с этой стороны, а золотой Таро покажет короля пентаклей. Я пока ищу его, чтобы посмотреть, что у него на сердце. Когда мы его найдем, мы будем делать для него расклад. Мы просто ищем его карту, да, карту этого короля. Вот, кстати, вот видите, это чаш, король чаш, но мы на него не смотрим в этом раскладе, хотя, может быть, вам это интересно. И здесь этот червовый король, если вы думаете о червовом. Кстати, давайте смотреть оба на двух колодах, может быть. Просто выберите себе короля, а на двух колодах будет оба короля, и червовый, и бубновый. Червовый король, то есть того, кого вы любите страстно и очень сильно. У него сейчас проблемы с материального плана, с финансовыми могут быть, и он, может быть, или вы поссорились, или у вас качели, какие-то нестабильные отношения, вполне возможно. Но мы его фото здесь поставим и ищем с вами бубнового, то есть мужчину, который представлен пентаклевой мастью, да. Интересно, что у него на сердце. А здесь можно даже 4 мужчин просмотреть. Ну, в общем, по вашему желанию, конечно. Сейчас его найдем. Это предиагностика. Я обычно ее делаю на картах Ленорман, но второй тоже такая предиагностика очень правдивая, как вы уже заметили. Она показывает, что именно сейчас у него на сердце. Да, не то, что у него будет завтра или было вчера, а то, что именно сейчас у него на сердце. Вот обычно такая диагностика это и показывает. Да? Приглашаю вас устроиться поудобнее. Главное, чтобы вы хорошо провели время, отдохнули от забот ежедневных. Кстати, только тогда открываются небеса, и мы получаем помощь, когда мы отдыхаем, когда расслабляемся, когда не думаем о том, что чего-то хотим. Иногда нужно просто посмотреть. Вот он, уважаемый наш пентаклевый король. С ним будет встреча. Он сейчас, в данный момент, на сердце у него встреча с вами, свидание хочет назначить и горит страстью, горит к вам страстью и очень хочет назначить вам свидание. Вот это что у него актуально сейчас. Ну, что будет дальше, будет показывать расклад. Сейчас буду на этих картах смотреть. Как я сказала, это те же самые карты. О, сразу вышел. Сразу вышло, видите? Это бубновый или пентаклевый. И тоже свидание. Вот удивительно, да? Но здесь вот это свидание, вот видите, здесь рыцарь меча. То есть он, не терпится ему. Он хочет какую-то новость вам рассказать. Что-то у него на уме. Вот он хочет свидание назначить и с вами серьезно поговорить. Может, серьезное предложение сделать. Кстати, потому что здесь папа римский, Иерофант. Вполне возможно, что он срочно хочет сказать, что хочет с вами жить вместе или жениться на вас. Это очень хороший расклад. Просто очень хороший, замечательный. Ну, оставляем его здесь. Видно ли вам
Думаю, что так будет виднее, да? Минутку, вот так. Сейчас будем искать еще и червового или же чаши. У меня много есть раскладов тоже на игральных картах. Кстати, игральные карты – это же то же самое Таро, да, практически. Вот. И если вы здесь загадали, здесь можно двух мужчин справа, двух мужчин слева загадать. Вообще лучше, конечно, смотреть все видео, и подсказки могут быть в разных моментах видео. Так всегда работают расклады. То, что вам нужно будет понять, услышать, вы точно поймете. Это гарантия. Что же у него на сердце и где вообще он так долго? Знаете, если король часто недалеко в колоде, это говорит о том, что он что-то скрывает. Вполне возможно, ваш король чаш или червовый король что-то от вас скрывает. Бывает так. Что-то скрывает, не знаю почему, а расклад покажет, один слева, другой справа. Я доверяю картам. Кстати, вот интуиция – это вещь очень скользкая. Интуиция обычно основана на своем опыте, поэтому у каждого она своя. Я доверяю картам. Итак, здесь мы видим его дорогого, и он хочет быть победителем. Может, он соревнуется с кем-то еще, с каким-то мужчиной за ваше сердце. Но карта мага говорит, что он способный завоевать ваше сердце. Или здесь он способный получить много денег, но он способен на что-то большое. Он знает, у него какие-то таланты есть. Или вот здесь он хочет, может быть, достичь какой-то лестницы карьерной, какого-то высоты в своей карьере, и у него это получится. Этот человек не только вы его любите, но он тоже, кстати, очень талантливый, умный и многое может, если захочет. Так, это мы все забираем с вами. Колоду составляем назад, так как ей положено быть. И начнем мы, конечно, с левой, с которой мы начинали в начале. И я буду спрашивать конкретно, показать тем слушателям, которые меня спрашивают сейчас об этом короле, что у него вообще, что он за человек, да, кто он по мнению высших сил. Давайте первая карта. Кто он по мнению высших сил? Вот здесь у нас вот этот король пентаклевый. Кто он по мнению высших сил? Смотрите. Ну, вышел паж жезлов. Паж – это он в поиске. Он в поиске себя, он в поиске понимания, как работает его организм, как работает его мозг, как работает его сущность, его личность, потому что у всех людей личность работает по-другому. И когда человек поймет, как работает его личность, он становится счастливый. Он в поиске себя, своей силы. Да, жезл – это сила. И вот здесь, знаете, жезл – это самовосстанавливающийся материал, поэтому это энергия. Этот жезл, как его энергия, умственные способности, можно сказать, да, и энергия. У него много умственных способностей, он постоянно в поиске себя. Может быть, он в поиске новой профессии или в поиске, как хорошо заработать, ну, потому что король, конечно, хочет заработать хорошо. Вот такая может быть ситуация. А также здесь идет речь о том, что вот его мозг – это как вот такая микросхема, она у всех, но легче понять работу мозга, да? И он, конечно, сформировался до рождения от своего рода, он здесь за свой род держится. И это, как он сформировался до рождения, дает ему деньги или даст. То есть он может заработать, потому что он талант имеет. А также это его развитие в детские годы и в юношестве. В юношестве он, может быть, уже работал, он начинал рано работать, может, на простых работах даже. Да? То есть главное событие у него еще впереди, во-первых. И важно здесь видеть, что вот эта микросхема, которую каждый человек получает, мозг, у него нормально работает, правильно, потому что он может хорошо заработать. У мужчины сейчас вот высшая сила его видит как того человека, который в поиске находится, да, в поиске. Он ищет выход какой-то, ищет, как ему устроиться, ищет, как вас устроить. В общем, и смотрите, здесь еще один паж. Но это важно, что два пажа, конечно, вышло, нужно на это особое внимание обратить, и он новичок. Он новичок в заработке, он знает, что он будет королем в один прекрасный день, вот таким королем.
да? А сейчас как раз он новичок. Он ищет себя. И знаете, он понимает, что с милым шалаш-и-рай это не всегда работает. Он хочет, чтобы ему и вам было хорошо в паре, чтобы был достаточно заработок, да? Может быть, он хочет для вас удобной позиции, вот удобной позиции, когда вам и ему удобно вместе, да? Он может отслеживать сейчас какие-то тенденции за собой и хочет исправить свои недостатки. Он может заниматься самокопанием. И, может быть, он сейчас ищет выход, знаете, как говорят, умные учатся на чужих ошибках, но Таро никогда так не говорит, кстати, наоборот, умные учатся на своих ошибках. Сколько упал, столько встал, и это все твои плюсы. Он это понимает, но он тоже присматривается к другим. Может, он завидует кому-то, паж иногда завидует людям организованным какой-то, но у этого человека внутренняя культура очень высокая, очень высокая. Он хочет свободу выбора, потому что паж всегда хочет свободу выбора. Это интересный, редкий человек. Знаете, у него может быть, как я уже сказала, как микросхема в компьютере, это его предки. Предки – это микросхема в мозге, как легче понять, да. И здесь это обстоятельства, которые его сложили, такое биохимическое стечение обстоятельств, это все наши предки, потому что там тысячи предков. И как это все сложилось в одну картинку, у всех людей по-разному, разная биохимия связана с тем, что разные предки через вас проявляются. И он хочет найти проявление предков. Может, интересно, что у вас может быть кармическая такая составляющая, у пажей бывает, когда вы чувствуете, что вот его биохимия, это мозга, да, она сложная, отличается от вашей, поэтому вам трудно договориться. Вы сложились с ним по-разному, да, и вы думаете, а почему он меня не любит? Он вас любит, но он просто другой. Вот у него мышление и осознанность, его сознание, отличается от вашего, я бы сказала. Отличается, да? Что еще мы хотим узнать о этом короле? Смотрите, как он вас видит. Вот здесь вы королева меча. Он вас видит как королева меча, да? Угу. Может, у вас были какие-то стесненные обстоятельства, может, финансовая стесненность была, и вы, например, недовольны были им, или он чего-то, какие-то претензии к вам выставлял, да? Не было свободы, особенно финансовой, какая-то зажатость была, вот и все. И здесь тонкая грань, по которой вы шли с ним, тонкая грань, потому что меч говорит о том, что, может, ссоры были. И он вас видит немножко человеком, который, да, может сказать крепкое слово при ссоре, но он знает, что вы всегда правы бываете, вот в чем дело, да. И, может, он вам говорил, что вы виноваты, может, он выставлял претензии, но он вдумчивый человек, он, конечно, понимает, что не бывает так, чтобы один человек был виноват, всегда, вот видите, так карта и сказала, карта Луна, бывает так, если люди ссорятся, то виноваты оба, понимаете? Вот и все. И здесь нужно знать, что выбор его будет в вашу сторону, потому что карта Луна говорит, что он чувственный, он чувствует к вам любовь. И, может быть, у некоторых это отношения на начальном уровне или еще даже не знакомые, вот познакомитесь с таким человеком. Паж – это поиск, не забываем, поиск. Поиск, он ищет вас, вы ищете его. Это интересный расклад. И мы точно знаем, что у него есть чувства к вам, может, он вас ищет. Я хочу спросить, что вас ожидает вот с этим королем, если вы этого загадаете. Только прямые смотрю в этих рамках. Вас ожидает умеренность, то есть это долгая счастливая жизнь с ним. Вот и все. Долгая счастливая жизнь с этим человеком ожидает вас. Это очень хороший расклад. Очень хороший. Долгая счастливая жизнь. Смотрим теперь на вот этого короля, это король чаш, и это может быть, кстати, другая грань одного и того же человека, так что рекомендую продолжать смотреть, конечно, да. Смотрим теперь на него, и давайте я спрошу первый вопрос, кто он по мнению высших сил? О, смотрите, он хотел бы жить красиво, он умеет жить красиво или он хочет научиться жить красиво, да? Когда есть достаток, когда все сделал сам. Он любит сам, да. Вот, он хочет финансовой свободы. Высшие силы видят, что он старается, во всяком случае. Это точно высшие силы видят. Что у него на сердце? Любовь к вам.
Человек вас очень любит. Это, кстати, может быть так, что отношения еще даже не начались, потому что туз чаш – это самое начало. Самое начало отношений. Мужчина хочет с вами встретиться, или же, может быть, вы еще даже не знаете друг друга. Такое может быть. Какое у вас будущее с этим человеком? Давайте посмотрим. Вот эту карту посмотрим. Смотрите. Но оно постепенно будет развиваться, будущее. Да, во-первых, ссоры будут позади, это уже хорошо. Он решил больше не ссориться, если вы с ним уже живете вместе или встречаетесь, была ссора. Он дал себе слово больше не ссориться. Будущее с ним будет, знаете, такое... Четверка меча – это когда вы будете осторожны. Вы и он будете осторожны, чтобы не задеть друг друга за живое, да? Этот расклад именно об этом, чтобы не задеть друг друга за живое. Когда вы сомневаетесь, что сказать или не сказать, лучше не сказать. Вот и все. Иначе это очень сложно угодить человеку, очень сложно не задеть за живое, понимаете? Его создала таким природа, что он может быть медленный, постепенный, он может отличаться от вас сильно. Он может очень сильно реагировать на обиду. Четверка меча очень обижается, очень сильно реагирует на обиду. Такое может быть. Теперь я посмотрю еще, какие советы дадут карты по этому королю. И у меня здесь все в одном положении. Видите, они все прямые. Все прямые. Все прямые, да? Ну, почти все. Важно, чтобы карты были в одном направлении, потому что я сегодня смотрю только прямые положения. То есть я так карты загадала, и все с этой колоды. Ну вот смотрите, что посоветуют высшие силы. Это... шут. Высшие силы говорят, что с ним можно начинать сначала, все получится. Вот эта карта – это ваша карта, это карта свободной воли. Понимаете? Свободной воли. Это карта нового пути в жизни, когда действительно человек наслаждается. Наслаждайтесь в отношениях. Если будете наслаждаться, отношения будут счастливый поворот иметь. Вот и все. Счастливый, очень счастливый поворот в судьбе. Я довольно верю в эту карту. Ну, давайте еще возьмем одну. Еще одну возьмем. Что советуют и предостерегают, может быть, высшие силы? И здесь высшие силы как раз дают вам информацию. Говорят, что могут быть обстоятельства, могут возникнуть такие обстоятельства, когда вы будете думать, что все напрасно, или что иллюзии какие-то у вас есть по отношению к мужчине. Или откроются обстоятельства о его прошлом, о его каком-то бесшабашном прошлом, и вы будете бояться этого. Этот расклад говорит, не бойтесь этих обстоятельств, что было, то прошло. Вообще переступите через любые прошлые обстоятельства. Карта предупреждает. Мужчина точно хочет отношений с вами, и с ним могут быть очень удачные отношения. Так показал расклад. Вот это очень хорошо. Я хотела бы сделать так, чтобы, может быть, вы знали, что я закончила здесь, да? Так, эти карты. Просто отложим и перейдем на другую колоду. Но я в любом случае советую вам смотреть дальше, поскольку бывает так, что другой расклад, новые карты, они откроют больше. Итак, что мы можем знать об этом короле бубен? Этот король бубен у нас человек состоятельный. Вы знаете, бубны – это не только состояние, это тоже ценности. У него какие-то ценности есть, которые соответствуют вашим ценностям, да? Итак, колесница торопится заработать, хочет заработок, понимает, что красивая жизнь, она тоже дополняется к любви. Он это знает. И он хочет сохранить с вами такие отношения, где есть достаток. Он торопится заработать, вот можно так сказать, да. И ценности у него в руках. Это не обязательно деньги, это тоже ценность ваших отношений. Потому что он умеет любить, он умеет быть страстным по карте колесница. И иногда так бывает, что он даже бывает опасный. Вы иногда его побаиваетесь, потому что он спонтанный человек может быть. Или спонтанный, или может сгоряча что сказать или сделать. Такое может быть, колесница иногда так характеризует. Что еще скажут карты? Здесь, как вы видите, у вас еще одна сложная карта – это башня.
Башня показывает, что да, мужчина действительно, этот мужчина может быть колкий, резкий, и он может думать о потерях много, потому что башня, он может думать, что он потерял, может, где-то деньги, никак не может себе это простить, никак не может как бы забыть это все, оставить это позади, да. И вполне возможно, что он может страдать даже такой депрессией, когда то у него очень хорошее настроение, то очень плохое. Такое может быть. То очень хорошее, то очень плохое. Постоянно такие перепады настроения. И это, конечно, тяжело с таким человеком жить. Это вполне возможно. Та же карта вышла, смотрите. Видите? У нас здесь был червовый король, а здесь бубновый. Но та же самая карта, семерка чаш. И эта карта передает ваше ощущение, что чего-то не хватает в паре. Что-то он не договаривает. Где-то есть какие-то иллюзии. У него, может быть, есть иллюзия насчет денег, потому что не зря же он пентаклевый у нас король, да? Какие-то, может быть, иллюзии насчет денег. Вы, с одной стороны, хотите сохранить с ним отношения, потому что его любите. И надолго, хотите с ним надолго быть вместе. Но, с другой стороны, вас напрягает то, что у него, может быть, какие-то были уже беспочвенные обещания вам. Может, основаны на каком-то гормональном, знаете, когда гормоны высокие, человек такой адреналин, что ли, или кортизол, человек вот такой жесткий становится, говорит, да, вот так и так сделаю, а потом раз и чувствует, что он не может это сделать. То есть какие-то иллюзии, он что-то вам обещал и не выполнил. И вы, скорее всего, у некоторых, конечно, проиграется, не у всех, потеряли веру в этого человека, потеряли веру в него. Но с ним будет вам хорошо, это колесо фортуны. Эта карта освещает любовь, да? Все, она говорит, что с этим человеком вы можете быть очень и очень счастливы. Очень счастливы. И это любовь, которая омолаживает ваш организм. Видите, пентакль, колесо фортуны – это одинаковый круг, это космос ваш общий. Любовь дает энергию, заряжает мощной энергией и омолаживает ваш организм, дает вам силы. Колесо фортуны, сила к вам возвращается через эту любовь. Вот это очень хорошо. Отношения эти будут продлеваться. Вот это интересная информация, что они, вот знаете, как по кругу никогда не будут заканчиваться. Никогда не будут заканчиваться. И может быть, если у вас раньше были какие-то иллюзии, может, относительно не этого человека, а другого. У некоторых проиграется. Может, был тяжелый развод, или финансово было тяжело, да? Было трудно сохранить те отношения. И вы с новым вот с этим человеком, если вы, это новый, у некоторых так проиграется. И вы боитесь, что будет на те же грабли. Вы этого очень боитесь. Но на самом деле с этим человеком будет большое счастье у вас. Что еще посоветуют карты? Ну, видите, действительно к нему деньги будут приходить. Вы смотрите, сколько денежных карт. И это не только деньги, это радость, это ценности, это все самое лучшее для дома, для двоих вас, да. Это очень хорошо. Это такие гормоны, как ацетоцин, по-моему, называется, гормон радости, которые дают отношения там, где не только есть там страсть, тогда женские и мужские гормоны выделяются, а радость, просто присутствие друг друга, и это у вас будет. Вот это есть такая любовь, которая на всю жизнь. Вот с этим человеком такое может быть вполне. То есть, знаете, любовь – это такое пространство любви, потому что колесо фортуны – какое-то пространство любви у вас общее. Так что здесь, да, здесь так. Давайте еще посмотрим этого короля. Это король чаш из этой колоды. Будем смотреть, кто он, по мнению высших сил, как у него сейчас жизни идет, да? Интересненько, да? Интересненько. Это королева меча. Ну, по-моему, где-то уже выходила королева меча в первом раскладе. Тоже, кстати, чаши были. Нет, это был король пентаклей. У нас тоже выходила королева меча. Видите, вот она. Это тоже место силы. Значит, в этом раскладе уже два места силы. Во-первых, нужно сбросить иллюзии. Лучше жить в объективном мире, чем в субъективный. Объективный мир – это как и есть, так и есть, так и, ладно, так и хорошо. А субъективный мир – это такой мир, где вас могут как бы навязать вам какие-то мысли, использовать вас, информацию ложную давать. Нужно выйти из этого разряда иллюзий, когда кому-то выгодно что-то. Еще одно место силы – это королева меча. Скорее всего, вы в отношениях занимаете лидирующую позицию.
Я здесь вижу, вот видите, в обеих колодах это проигралось. Лидирующая позиция у вас. Он может быть мягким, он может быть податливый, он может быть даже немножко такой, знаете, мягкотелый, когда не очень решение может принимать. А вы лидирующую позицию занимаете. Вы мозг ваших отношений. Вот все. Это так идет. Он вами очень интересуется, он хочет вам угодить, но никогда не угождает, всегда мимо попадает. Такое у некоторых может проиграться, потому что у вас мяч в руке, вам хочется чего-то другого, вот в чем дело. И не то, что вы там лучше или хуже его, нет, вам просто нужно другое. Он часто не попадает. То есть он делает не то, что нужно часто. Может, это спальни касается, а может вообще бытовых всяких вещей. И вы понимаете, и он понимает, что это любовь, это энергия взаимодействия. Но у вас разный подход к любви, понимаете? Вы ощущаете к нему любовь, и он к вам ощущает любовь. И он стремится к вам, и вы стремитесь к ним. Конечно, вы и он желаете слиться с друг другом, есть страсть и все, но по-разному выражается. Вы хотите понять, отождествиться с его миром, и он хочет это тоже, но вот все равно по-разному все это происходит, поэтому нет иногда договоренности или мира нет. Вы хотите стать единым целым, но видите, невозможно. И хочу сказать, что нет, ни одна пара не может стать единым целым. Человек все равно суверенитет должен свой иметь. Мы все равно уникальны каждый. Но у вас вот есть понятие такое, либо вам внушили там две половинки, вот эта всякая вещь, да, что вы хотите слиться, стать единым целым. Вот и все. Такая вещь здесь. Это проблема. Но проблема не в том, что вы разные, а проблема в том, что вы хотите то, что вы хотите сделать, но иногда это невозможно, потому что нет двух одинаковых людей. Да, Верховная Жрица, мощно. И вам нужен вот этот средний путь Верховной Жрицы. Видите, средний путь между добром и злом, она посередине. И Луна говорит перемены. Ваши отношения будут меняться. Они будут улучшаться, они будут более глубокие, они будут более разумные. Они будут меняться в лучшую сторону, я вижу это. Это очень хорошо. Это очень и очень хорошо. Давайте еще одну возьмем карту совет. Возьмем две карты совет. Ну, смотрите. Это начало вот тех радостей. Ведь пентакли не всегда деньги, да? Хотя здесь деньги будут. Начало тех радостей, которые вы будете получать друг от друга, потому что теперь вы понимаете, что суверенитет и разница друг друга – это не показатель, чтобы расставаться. Это, наоборот, показатель, чтобы с интересом относиться к друг другу. Потому что вы разные, вы интересны друг другу. Также Пентакль, туз говорит, что у некоторых девочек это новые отношения будут завязываться с очень интересным человеком. А главное вам, это предупреждение, не думать о тех отношениях, которые были и прошли. Не бывает двух одинаковых отношений. Не переживайте об этом. Эта карта говорит, не сожалейте о том, что было. Смотрите вперед, потому что впереди у вас, я вижу счастье. Я вижу счастье. Ну, каждый расклад был разный, да, каждый. Разные слова вы могли словить, те, что я говорила. И еще, девочки, мальчики, такая вещь, что иногда вот так выходит, что-то здесь поняли, что-то здесь, и вообще поняли немножко на один шаг приблизились к мужчине своему, к любви с ним. Это здорово. Так что расклады всегда полезные. Или исцелили что-то родовое, что давно требовало исцеления, а здесь вдруг поняли. А бывает так, что не понял человек, а у него подсознание само поняло. И вы чувствуете, вам как-то легче стало. Ну, как бы вы говорились на раскладе. Это так и есть. Я знаю, что расклады точно вам помогут, если вы им позволите. Ну вот так, девочки, просмотрели или 4 мужчин, или 4 грани одного человека. Это уже вы, хозяин, барин, вы решаете, как для вас правильно. А в разное время будете расклад просматривать, разные вещи будете понимать о себе, о любви, о своем любимом. А девочки, ставим сейчас, прямо сейчас ставим пальчик вверх или вниз, оценить мою работу. Это хорошо для вас, потому что это эмоция. Эмоция по латыни – это «и», это наружу, эмоция – это движение. Когда мы выражаем эмоции, это хорошо для здоровья. YouTube это знает, поэтому сделал лайк или дизлайк. Прямо сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Это для вас хорошо. Я как гомеопат скажу, эмоции нужно выражать. А также прямо сейчас подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Здесь все для вас, здесь приятная атмосфера, здесь
вы выговариваетесь с собой, вы смотрите свое будущее. В общем, все для вас полезное. Нужное, полезное и выгодное. Поэтому подписывайтесь. Я преподаю Таро, кому нужны уроки. Уроки нужно получать только у автора, если вам интересно. И мои уроки можно взять у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео или о канале, когда зайдете на мой канал. А также это видео можно добавить английские субтитры, если вы хотите язык учить или так далее, или живете в англоязычной стране. Нужно нажать на колесико в настройках, и там в настройках выбрать язык. Есть русский субтитры, есть английский, или отменить субтитры. То есть вы хозяин-барин, вы решаете. Мне иногда пишут, мешают записи, текст. Девочки, мальчики, текст – это ваш компьютер, да? Это в ваших настройках. Вы можете отменить текст или добавить текст. В общем, так. Вас люблю, обожаю. Вы для меня родные люди, и мне очень важно, чтобы у вас все было хорошо. Будем видеться обязательно. До скорой встречи. Пока-пока.